Смотрите, какая интересная ситуация получается в Алтее. Я захотел открыть еще один аккаунт в другом банке, в Сабаделе, потому что ББВА, к сожалению, банкомат ломается каждую неделю, а в Сабаделе большая сеть банкоматов. Зашел вот в это отделение, и сотрудник, который сказал, что я плохо говорю по-английски, он взял мой паспорт, я ему даю документ беженский с НИЕ, он открывает паспорт и говорит: нет, мы тебе не откроем счет. Я говорю: секундочку, ну как же так? Если все другие банки в Испании готовы рассматривать меня с НИЕ, он говорит: нет, не дадим, не откроем. Я говорю: хорошо, дайте официальный отказ. Они поговорили вдвоем, там сзади меня сидит женщина за стеклом, сотрудница, которая говорит лучше по-английски, чем мужчина на входе. Значит, они откопировали мой паспорт, мой беженский документ красный, мою прописку с телефоном и имейлом. И я спрашиваю: ну и? Вот мы отправим каким-то юристам куда-то, и в течение недели мы вам позвоним. Я настаиваю, говорю: мне нужен официальный отказ в виде электронной почты или в виде на бумаге. В общем, я с ней разговаривал. Она в конце концов сказала: ладно, через неделю приходи, мы тебе дадим официальный отказ. Ну, я уже понял, что будет официальный отказ. Выхожу из банка и тут понимаю, что они обязаны, взяв у меня персональные данные, подписать со мной документ о том, что они получили от меня согласие на операции с моими персональными данными. Захожу к ней и говорю: как же так? Вы же не взяли от меня согласие, но данные мои собираетесь отправлять кому-то. И она проговорилась и сказала, что нет, мы никуда не собираемся их отправлять. Отдает мне копии моих документов, откопированных, в цвете, кстати говоря, и говорит: мы отправим запрос просто так. То есть банк Сабадель просто вот так вот с куста отказал мне в рассмотрении моего... мы частный банк, говорят, мы если хотим, мы можем делать все, что хотим. Я говорю: как, и нарушать закон? Мы частный банк, мы можем делать все, что угодно. И она, вот понимаете, она в лицо мне врет и говорит о том, что мы тебе дадим ответ, не зная моего телефона, не зная моего НИЕ, не зная ничего. Просто потому, что она не хочет подписывать со мной документ и вообще не хочет никаких документальных следов того, что я к ним обращался. Естественно, приходить сюда через неделю и спрашивать бессмысленно, потому что изначально настрой у них был такой, что типа мы тебе отказываем, но раз ты настаиваешь, мы сделаем вид, что мы хотим тебе что-то посчитать, спросить, и никуда она проговорилась. Она сказала: я никуда ничего не собираюсь отправлять. Вы можете себе представить, что вот в этой ситуации, когда у них нету ни моей фамилии, ни моего НИЕ, ничего нет обо мне, они спросят, что какой-то чувак из России хочет открыть здесь счет. Конечно, они, даже если так спросят, получат отказ. Вот такое отношение в банке Сабадель, вот понимаете? И они врут, испанские чиновники врут вам в лицо. Она должностное лицо в этом банке, она врет тебе в лицо и не краснеет. И отказывается давать документы. Как только я начал настаивать, говорит, что я требую, чтобы вы дали мне документ, который будет подтверждать, что я вам разрешил операции с моими персональными данными, она просто мне отдала бумажки и сказала: приходи через неделю, мы тебе так дадим ответ. Хамы и нарушители закона.